В нашей позиции относительно прекращения огня сейчас появилась публичная поддержка. Мы к людям будем обращаться именно с этой повесткой. Как вы относитесь, к стамбульским переговорам? И Европа, и все, кто находится в переговорах, они так ведут эти переговоры, чтобы они ни во что не реализовались умышленно. У Трампа нет содержательной позиции о том, что делать с Украиной. Когда Кремль называет украинцев нацистами, они действительно в это верят? СВО начала Россия, поэтому у меня нет права обсуждать, что происходит внутри Украины. Чувствуете ли вы потрескивание в российских элитах? Вчера был министром транспорта, а до этого был губернатором, уволили, и он застрелился. А насколько Трамп и люди вокруг него понимают в искусственном интеллекте, мне затруднительно сказать. Всем добрый день. В Москве 13 часов 5 минут. Это прямой эфир на «Живом гвозде». У нас в гостях Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение. Давайте мы начнем, как обычно, с того, чтобы вы сказали, какая ситуация с политзаключенными, а Да. нашему чату я скажу, что в основном я сегодня буду опираться на ваши вопросы. Еще раз напомню, что я буду стараться отбирать те вопросы, которые подписаны вами, чтобы было понятно, что человек такой существует, а не просто набор букв. Пожалуйста, Григорий Алексеевич. Ну, прежде всего, я хотел выразить соболезнования родным и близким. Произошло две большие катастрофы. Вот, это Ан-24 под Тындой в Амурской области. Там, как я понимаю, 48 человек погибло. Вот, а и в Саратове взрыв газа очень сильный, 7 человек и ребенок погибли. Примите самые искренние соболезнования. Ну, а теперь перейдем к нашей главной теме. Она все-таки главная. На 25 июля, по данным мемориала, в России 1022 политзаключенных. Накануне прошлого эфира мы с вами встречались 13 июня. Политзаключенных было на 40 человек меньше. 982. Значит, 27 июня в колонию поселения в Петропавловск-Камчатском был помещен лидер камчатского «Яблока», журналист, очень известный журналист Владимир Ефимов. Он приговорен к 2 годам колонии поселения за критические публикации о событиях в Украине и в социальных сетях. Заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг остается под домашним арестом по уголовному делу. Он выдающийся политик и выдающийся человек. Вот. У него уголовное дело о дискредитации армии. По решению суда он лишен возможности коммуницировать с внешним миром, поэтому и от его имени, и ему самому я хочу передать самые теплые слова от всех. В Петербурге продолжается судебный процесс над членом «Яблока» Василием Неустроевым. Его обвиняют по 6 статьям Уголовного кодекса. Неустроев находится в СИЗО уже 2 года. Ему грозит до 15 лет заключения. Василий не признает вину ни по одному обвинению. С 31 января в СИЗО находится лидер Рязанского «Яблока», журналист и муниципальный депутат Константин Смирнов. 23 июля суд продлил содержание под стражей еще на 2 месяца. Его обвиняют в вымогательстве, но мы знаем, что преследование связано с муниципальной реформой. Он категорически выступал против муниципальной реформы, просто против уничтожения выборов на муниципальном уровне. С апреля 22 года в заключении находится член «Яблока» из Абакана, журналист Михаил Афанасьев. В 23 году он был приговорен к 5,5 годам колонии за публикацию об отказе хакасского ОМОНа участвовать в боевых действиях. Я хотел всем вам сказать, что в региональных отделениях партий по всей стране каждый месяц проходят вечера писем политзаключенным. Сегодня, буквально сегодня, они пройдут в Ставрополе и в Ульяновске. Завтра, 27 июля, в Саратове. 28 июля в Кемерово, Красноярске, Санкт-Петербурге. 29 июля в Архангельске. 30 июля во Владивостоке. 31 июля в Великом Новгороде и Москве. Время и адреса вы легко найдете, если придете к нам на сайт. Вот хочу
всех вас конкретно привлечь, чем занята партия «Яблоко», что она делает, и что через эти способы вы можете обратиться к нам. Но сейчас еще я хотел сказать вам, пишите письма политзаключенным. Это огромная поддержка для них. Я хочу прочитать, по памяти немножко тезисы обращения, которые наш товарищ, лидер Камчатского «Яблока» Владимир Ефимов написал. Очень близко к тексту. Дорогие друзья, хочу высказать поддержку и призвать всех вас с добротом, сочувствием и любовью отнестись к тем сотням и сотням политических заключенных, оказавшихся за решеткой и не предавших своих убеждений и идеалов. Мы – партия мира. Мы единственная политическая и легальная сила в стране, которая стойко отстаивает свои принципы и программные цели. Сейчас в нашей стране особое время. Нелегко всем, но до бесконечности это продолжаться не может. Нынешние очередные заморозки в истории России обязательно сменятся оттепелью. Таковы объективные законы исторического развития. И нам необходимо сохранить единство, верность, убежденность наших политических принципов. Нас ждут нелегкие времена, время будет тяжелое, пишет он. Друзья, говорит человек, который находится в заключении, хочу обратиться ко всем, кто неравнодушен, всем, кто понимает, что происходит в нашей любимой России. Политические заключенные достойны вашей поддержки и участия. Пишите им, помогайте им материально. Доказательство своей невиновности, увы, стоит очень дорого. Мы выстоим. Мы еще обязательно будем иметь возможность открыто говорить о свободе, наших идеалах и гордиться теми, кто борется за идею сейчас. На нашей стороне правда. Вот что пишет человек из тюрьмы. К вам, ко всем обращается. Спасибо вам, Алексей, за возможность сказать об этом громко и сказать об этом тем людям, именно к которым он обращается. Игорь Алексеевич, давайте все-таки вопросы. И вы упомянули Льва Марковича Шлосберга, и Мария Хам пишет так. Можно как-то его вывести или сбежать? Зачем людям погибать? Зачем он остается из принципа? Остается где? В России. Так он сейчас в тюрьме, только в домашнем аресте. И что? Все, до он этого. выйти... Это же вопрос в том, зачем он оставался. Это его принципиальная позиция. Это его принцип. А зачем остаются все остальные члены «Яблока»? Это то же зачем? самое. В чем принципиальность? Погибать, спрашивает наш зритель? Нет, принципиальность в том, чтобы стоять на своем, а не превращаться в людей, которые где-то там находятся. Кстати, должен сказать вам в этой связи, что вы это прекрасно знаете, я хотел с вами это обсудить, о признании экстремистами теперь без суда и следствия. Да-да-да, внесение через Да, внесение в Госдума список. приняла этот серьезный и опасный закон. Совет Федерации вчера проголосовал. Да, для признания объединения экстремистским будет достаточно приговора одному участнику такого объединения. Сейчас нужно отдельное судебное решение. А теперь, после принятия этого закона, все одно решение в отношении одного участника сообщества, чтобы все объединение, при этом, хочу сказать, в том числе не оформленные группы будут признаваться экстремистами. Что означает это на практике? Это на практике означает, что признание объединения экстремистским происходит не как самостоятельный судебный процесс, а как следствие по уголовному входе. Неформальное объединение. Да. Это абсолютно расширительная трактовка, кого угодно можно в этот реестр включать. Это шаг в сторону признания коллективной вины без доказывания. Вот в чем, с моей точки зрения, суть, и это очень серьезная вещь. Точно так же, как и признание Госдумы законопроекта о штрафе за поиск экстремистских материалов, как вы знаете, через ВПН. Остап из Старого Оскола, ему 60 лет,
Есть ли возможность проверить по запросу депутатов «Яблоко» соответствие нового закона об ограничениях, принятого Госдумой, ну, на соответствие Конституции? Да, мы можем, наши депутаты вполне будут направлять такой закон, а наш запрос, однако, должен сказать вам, что сейчас так устроена правоохранительная система и вообще правовая система нашей страны, она организована таким образом, что ответ будет просто не связанный ни с Конституцией, ни с законами, ни с чем. Это будет ответ просто произвольный. Такой, поскольку есть такое направление, оно реализуется, следовательно, и ответ будет, что все так, как надо, так правильно. Но запрос будет отправлен, да. Мгм, спасибо. Сергей, ему 23 года, из Ростова-на-Дону. Есть ли вероятность амнистии всех политзаключенных после конца войны, но при Путине у власти? Ваш анализ. Не могу сказать, не знаю. Не знаю. Я, во-первых, затрудняюсь сказать, когда будет конец войны. Он имеет в виду конец военных действий, естественно, ну, конец Да, эскалации. да, вот. Это во многом будет зависеть от атмосферы, от ситуации, от того, что будет в стране в нашей происходить. Эти все вопросы сейчас открыты, они не имеют внятного ответа. Вот, поэтому я не могу сказать, хотя вопрос содержательный, и я думал об этом, это нельзя исключать, но быть уверенным в том, что так произойдет, я бы не стал быть уверен, потому что ситуация в нашей стране не предполагается благоприятная к такому решению. Даже в случае прекращения огня. Ну, прекращение огня, Ну, заморозились. это же вы понимаете, сегодня прекращение, завтра это возможно тогда, когда будут достигнуты решения о стратегических перспективах, о том, как будут выстроены отношения России с Украиной и с Европой, и с Соединенными Штатами, но прежде всего с Европой и с Украиной, скажем, в масштабе там 2040 года, 2035 года, То есть это 2050 на года. потом. Это стратегия. Когда будет выработано стратегическое видение и будет достигнуто взаимопонимание по этому поводу, тогда этот вопрос, безусловно, может быть решен. Но только тогда. Так мне кажется. А как вы относитесь тогда, тут был вопрос, я забыл кого, к обмену заключенными, не военнопленными, а гражданскими заключенными? Вчера впервые стороны Украины и России обменялись списками по 20 человек. Да. Только никто не понимает, как это все будет Да, делаться и кого имеет в но виду. принцип. Не только военнопленными, Нет, да? нет, нет. Принцип это непонятный принцип, Мгм. потому что вовсе не все те, кто у нас находится гражданскими, вот о ком я только что говорил в самом начале, это те, кого нужно отправить в Украину. Это вовсе не так. Другое дело, что в Украине очень много гражданских, которые там 16 тысяч, насколько я помню, и ведут еще больше, там десятки тысяч дел ведут против граждан, которые как бы недостаточно лояльны. И у меня, поскольку мы работаем с этим всем, у меня есть списки, где их подписи есть, они подписывают, что они готовы к тому, чтобы их отправили в Россию. М, В Украине это есть, м. да. А наоборот, я не знаю этого. Наоборот, у меня нет таких сведений, потому что это совсем другое дело. Ну, я понимаю. Виктор Ильишенко, ему 46 лет, он пишет, что вы посоветуете в случае, если силовики начнут жесткий контроль, поиск экстремистских материалов в отношении тех граждан, которые пишут письма поддержки? Э, Хороший вопрос, да. Ну, а что, так может быть, да. Так это вот вопрос. Я не могу вам давать советы, потому что это тот случай, когда только вы сами можете принять решение, потому что это связано с вашим будущим. Вот, например, помните, когда в связи под видом ковида запретили
все публичные Да, акции. конечно. Вот я ходил на эти публичные акции, но ходил один, потому что я несу ответственность за себя. Что такое один, простите? Один То есть не я. партия. Нет, один я. Партия, я всегда партия, но я один. Без Иванова, Сидорова, Петрова и Рабиновича. Я лично. Да-да, Я их я не помню. зову туда. А вы помните, Я да? встречал, я Ну же вот, освещал. я лично стоял. Значит, меня могут взять, могут арестовать, со мной могут что-то сделать. Но я могу нести ответственность только за себя. В этой ситуации за кого-то я не могу нести. Поэтому, принимая решение о ваших письмах, имея в виду такую угрозу, это ваше личное решение. Мгм. Ваше личное решение о том, на каком уровне находится ваша готовность, насколько вы готовы это делать. Если вы испугаетесь или примете решение этого не делать, это ваше право. Я вас не могу осуждать. Ну, вы поэтому не организовываете публичные, Яблоко не организовывает публичные уличные действия. В том числе, потому что это призыв, чтобы людей арестовали, это же их судьба. Это их Как раз судьба. вопрос в Ты этом. сам, да, правильно, ты сам можешь выходить. Вот я вам могу сказать, что мы сейчас собираемся проводить выборы в 56 избирательных кампаниях. Это в сентябре прошло? Да, в 27 регионах. В 27 регионах 56 избирательных кампаний, 261 кандидат. Это вот люди, которые подписали бумаги о том, что они готовы рискнуть и выйти. От Яблока. От Яблока, да. И готовы рискнуть, выйти с тем содержанием и с теми призывами, и с теми лозунгами, которые для нашей партии имеют главный смысл. Вот, что мы вступаем за свободу, за мир, за прекращение огня немедленно и так далее. Вот это наша позиция. Именно с этой позиции они будут выходить на выборы. Но, кстати говоря, у нашей позиции относительно прекращения огня сейчас появилась, можно сказать, публичная поддержка. Трампа. Нет, не столько Трампа. Трампа. Это не так интересно, сколько опросы в России. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в вопросах сформулирован вопрос, он сформулирован точно так, как мы его с вами много-много раз здесь обсуждали. Россия и Украина подписывают соглашение о прекращении огня без каких-либо условий. Войска останавливаются на текущих позициях, прекращают огонь, а уже после этого ведутся все переговоры. И вот 58% граждан, этот опрос был 27 июня, 19-27 июня, Драшенфильд, да. да, 1600 респондентам 58% скорее поддержали. А другие опросы, вам известные, которым более-менее можно доверять, они даже больше, там даже больше этих людей. Вот. Поэтому вот мы к этому из этих и исходим, мы к людям будем обращаться именно с этой повесткой. И именно в этом и есть смысл нашей избирательной кампании. Две кампании будут в законодательные собрания субъектов федерации, Челябинская и Курганская область, и 15 в столичной думы субъектов, остальные в местные представительные То есть органы. губернаторские нет. Ну, в данном случае Не соберете подписи, это мы называется, не участвуем. муниципальный фильтр. Вы все знаете, вы все понимаете, вы все знаете, вы правильно все квалифицируете. Вот смотрите, Ольга, ей 59 лет, она аж из Парижа здоровается с вами. Говорит: Григорий Алексеевич, чувствуете ли вы потрескивание в российских элитах? Ну, естественно, понятно, по какому поводу. Нет, Нет? нет. Я не- По-прежнему сплочены я не- вокруг? Ну как это они сплочены? Ну, как, я не На знаю. базе страха. Страх Страх перед чем? перед всем. Ну, это важный вопрос. Перед чем? Ну как, вот какой был страх, когда человек взял и застрелился? Какой был страх? Вот такой был страх. Вчера был министром транспорта, а до этого был губернатором, уволили, и он застрелился. Это что? Это страх. Я так думаю, что это страх. Ну Мгм. вот вам вот такой страх. Потому что они понимают, что в этой ситуации, в этой системе они не могут рассчитывать ни на что. Ну вот, собственно,
Все такая вот проблема. Ну вот я вам расскажу сейчас про систему страха. Давайте. Значит, один из наших самых известных а, самых известных яблочников Москвы, Кирилл Гончаров, такой Мгм, мгм. уважаемый очень, он организовал прям настоящую борьбу за пикеты против сталинизма в связи Мгм. с установкой памятника. Ну, этого Да, барельефа в метро, да? да, да. Так мэрия отказала в одиночных пикетах. Из-за чего? Из-за ковида. Да-да, он Да? читал, да. Теперь, значит, главный санитарный врач уже 30 дней не отвечает на этот вопрос. А есть ли ковид-то такой, который это все заключает? Да? С просьбой разъяснить эпидемиологическую обстановку нет ответа. Сейчас готовится иск в суд. Это я к чему говорю? Люди ставят подписи с очень большим страхом. Люди боятся ставить подписи. Вот ответ на Мгм. этот вопрос. Подписей немного. Немного, потому что люди говорят, что мы готовы, но мы боимся. Просто люди боятся, чтобы не было. Так а для чего закон про экстремистские Вот же, ну неформальные вот я, объединения так вот, это принимается? ответ на вопрос уважаемого, кто вот задавал вам вопрос, очень уважаемый Из товарищ. Киева вопрос от Да? Александра. Получает ли партия «Яблоко» финансирование из бюджета России? Нет, не получаю. Я думаю, что это Александр из Киева, 43 года, успокоится. Так, а, я просто смотрю вопросы. А, Вот, нет, не буду читать, потому что человек имя свое не называет, не буду. А Тимофей Рыбников спрашивает, а где ставить подписи, где про них узнать? Ну, вот скажем, Приходите в Яблоко. или на сайт? На сайт можете приходить, придите в офис, там эти книги лежат прям на входе, пожалуйста, мы вам будем признательны. Мгм. Григорий Алексеевич, как вы относитесь к, тоже забыл кто, как вы относитесь к стамбульским переговорам, вообще к самому факту, вот и к форме, которая проходит? Является ли это то, что вы хотели, имея в виду, переговорным процессом, или это, ну, в общем, не буду я там варианты перечислять, вы сами все скажете. Я начну с того, что я хотел, чтобы переговорный процесс шел на фоне состоявшегося прекращения огня. То То есть есть сначала я считал прекращение. прекращение огня, вот о котором вот только что по вопросе 58%, и М. потом переговоры. Вот. Оно сложилось наоборот. Тем не менее, я считаю, что переговоры в Стамбуле важные, в них есть содержание, обмен 1200 военнопленных, о чем опять договорились и выполнили, полностью выполнили то, что договорились раньше. Мгм. Это огромное имеет значение, огромное имеет значение. Вот. Обмен телами погибших, 10 тысяч человек погибших, вы представляете себе эти масштабы? Вот. Теперь все время речь идет то, о чем вы меня спросили в начале. Вы меня немного спросили о политических, ну, о Да, гражданских, да. да, да. Ну, пока непонятно, как это все будет и что это такое, но, по крайней мере, речь об этом идет, и это хорошо. Кроме того, я считаю, что предложение о 3 группах переговоров, одна по военным, другая по политическим, третья по гуманитарным вопросам, это правильное предложение. Это так и нужно делать. И нужно вести эти переговоры. Вот. И я считаю, что чем раньше они содержательно начнутся, тем лучше, тем более правильно. Вот. Тем более, что Дональд Трамп на днях странную вещь сказал. Он сказал, что, ну, может быть, 50 дней, а может быть, и еще 50 дней. Ну да, но это не почему странное. Ну что вы, Трампа не Да, читали никогда. да, нет, ну А может быть, наоборот, 10, я да. не очень читаю Трампа. Вот, Так. да, ну вот, значит, 50, поэтому такая формулировка, это означает, что неважно, там 50, 150, вот, ну Да. просто надо двигаться. Ну а переговоры это действительно. В чем проблема? В чем проблема? Проблема в том, что, это с моей точки зрения, что очень низкий уровень дипломатии со стороны Европы.
Ну, Ну Европы там вообще нет. да, значит, ну она ее там нет, она есть за Снаружи, спиной у да. Киева, да, она в Киеве есть, вот, понимаете? Вот, значит, это очень серьезные вещи, когда Залужный, это Бывший главком, да. да, пошел в Великобритании, говорит, что война будет идти до 2035 года, вот, ну тогда какие вот эти все переговоры имеют смысл? Значит, я обращаю ваше внимание на болезненную для меня лично очень вещь. И Европа, и все, кто находится в переговорах, они так ведут эти переговоры, чтобы они ни во что не реализовались умышленно. Но на что рассчитывают? Ну вот какой, вот что, какая перспектива? Ну, Ну, видимо, какой-то расчет есть, но а вот вы знаете, я должен вам сказать, Леша, искренне и от всей души, я убедился в том много лет назад, 20-30 лет, а вот позицию занимает, а расчета никакого нет. И содержания никакого нет. Я вам могу что угодно сказать. Все военные серьезные понимали, что никакое наступление 2023 года никуда не приведет и ничего не будет. А все политики, которые с той стороны выступали, абсолютно это все игнорировали. Всю профессиональную часть постоянно игнорирует политика. Вот и европейская политика а, тоже игнорирует. Ну вот что говорит современный канцлер Германии? Я хочу вам сказать еще кое-что более ясное. Средства дипломатии исчерпаны. да, сказал Мерц. Ну, так я же вам всерьез это говорю. Примерно тоже говорит Макрон время от времени. Он чуть другой, но... Ну так это кто говорит? Это говорит самая богатая, самая крупная экономически страна Европы. Вот. И что она говорит, что дипломатии не будет. Ну тогда что будет? Тогда будет до бесконечности уничтожение людей. И я считаю это очень существенным обстоятельством. Я категорически настаиваю, что Европа должна была соединиться с Трампом и наполнить его содержанием все его предложения. Почему разломалась вообще вся эта конструкция? Потому что у Трампа нет содержательной позиции о том, что делать с Украиной. Там приезжает какой-то милый человек, они там беседуют до бесконечности, там гуляют, там ходят во всякие разные любопытные места, но содержательно они не... Потому что он тоже очень далек от этого. Так что должна была? Вот эта конференция в Мюнхене, которая была по безопасности, она должна была выработать, ну не сама конференция, а эксперты и дипломаты, и найти способ вооружить этим содержанием президента Соединенных Штатов. Этого не было сделано. Все, просто совершенный абсолютный конфликт. Или вот еще вам пример, просто, ну, это уж можно улыбнуться. Ну вот они поехали, 25-я встреча в Китае. Евросоюз едет в Китай 20... И что? И ничего. Провальная встреча. Пустое место. Мало того, Китай отменяет второй день. Ну, вы представляете, это значит, что все структуры прежнего времени, прежней эпохи, все они разваливаются. Семерка развалилась. Там тоже было 50-летие, по-моему, семерки, и ничего не вышло. НАТО заключается в том, что говорят, что папочка приехал, спасибо тебе, и все. И мы через 10 лет увеличим расходы военные. Через 10 лет. Это ни о чем вообще. Вот. И так далее. Евросоюз, проблема большая, началась с Брексита и продолжает, и так далее. Я могу перечислить все структурные вопросы. ООН перестал работать, Совбез перестал работать, ВТО перестал работать. Я могу перечислять дальше. Вот понимание этих обстоятельств является ключевым вопросом. Этого понимания нет. Ни у кого, нигде. Вот даже я удивлен, пресса, к которой я всегда относился с большим уважением. Ну, такая как Financial Times, там, Economist. Можно было соглашаться, не соглашаться. Но слов нет, насколько они были интересными. Совершенно ничего не работает в политике и в геополитике. В экономике, это, в бизнесе это другое дело. А в политике и геополитике ничего не работает. Это очень существенные вещи. А здесь вопрос ведь какой? Вот зачастую любят сравнивать, например,
то, что сейчас происходит с тем, как Соединенные Штаты вошли в Ирак. Да, и вот я напомню, тут напоминают наши слушатели про интервью Макфола Юрию Дудю, где Дудь задал ему вопрос, значит, Штатам было можно, а России нельзя, и Макфол объясняет, да, Штатам было можно, это другое. Так вот, я не смотрел это интервью. Посмотрите, Григорий. Я про это ничего не знаю. Макфола я знаю довольно Вот хорошо. часок потратьте. Да, я когда-то писал ему отзыв на его работы по его просьбе. Вот, но я вам расскажу одну важную историю. В феврале 2002 года я приехал в Соединенные Штаты, и у меня были переговоры с Кондолизой Райс, которая Она была тогда... помощником по национальной Да, безопасности. она была... Да. Я просто напоминаю нашим, Да, тут она была- молодые зрители у Да, нас. она поэтому была секретарем национальной безопасности, потом она стала министром иностранных Да, дел, но да, это да. потом. А в Да. это время она... Она помощник по Нацбезу. Да. Переговоры я вел в отношении... Сейчас вас спросят, а вы кто? Вас Путин послал? Не, ну, Сейчас я статус. скажу. Переговоры я вел в отношении встречи президента молодого Буша, который тогда пришел с Путиным. И эта встреча состоялась, хотя в нее никто не верил. Она была в мае. В мае 2002 года, вы, наверное, помните, приехал Буш, и они подписали договор о стратегическом Да, сотрудничестве. помню. этот Он договор. до сих пор, вот посмотрите, сходите на сайт, почитайте. Ну, по-моему, до сих пор не ратифицирован и не снят. Нет, они соглашение подписали, им даже ратифицировать Не не надо. Соглашение между двумя президентами. Там вопрос только в том, что этого ничего не делалось никогда. Но я сейчас о другом. Я о том, что перед этим была опубликована моя статья в Financial Times о том, что не следует американцам воевать в Ираке. Не надо. Напомню, что война в Ираке на следующий год, 2003 год. Я просто напомню. Да, но для уже тех, кто тогда забыл. стояло, это все понятно. было известно. И вот Кондолиза по ходу всех разговоров вдруг спрашивает меня, а вот вы написали такую статью, что вы имели в виду? Готовилась девушка. Да, что вы имели в виду? Я говорю, ну вот, понимаете, ту проблему, которую вы хотите решать в Ираке, ее надо решать иначе, с моей точки зрения. Именно поэтому я опубликовал вот эту статью и попытался ее объяснить. Могу рассказать вам более подробно. Представьте себе, говорю я Кондолизе, что вы отправились на охоту в джунгли. Ну, вы собираетесь охотиться там на, я не знаю кого, на тигров, львов, шакалов. Какое вы возьмете с собой оружие? Вы возьмете с собой большие капканы, ружья, там, ну, я не знаю, пистолеты, что. Но когда вы вошли в джунгли, на вас напали смертельно ядовитые комары. Что вы будете делать со своими авианосцами, космическими войсками? Что? А там так будет. Именно так. Это было в Белом доме, в комнате полное молчание. Через там 30 секунд, 40, минуту кто-то из ее ближайших помощников, я знаю кто, ну, неважно, ее ближайший помощник говорит, а мы ударим по гнездам комаров. Вот, я говорю, в этом дело. У комаров нет гнезд. Они живут на болоте. Нужно осушать болото. Нужно заниматься образованием в этих регионах, бизнесом, медициной. Нужны совсем другие подходы к решению этой проблемы. Вот эта тема гнезда комаров и есть ключевая тема сегодняшнего дня тоже. Это непонимание содержания сегодняшней политики, того, что сегодня происходит. Григорий Явлинский, я возвращаюсь к вашим вопросам в чате. Можете ставить лайки, если вам это нравится. Из Харькова. Дима, 27 лет. Когда Кремль называет украинцев нацистами, а как вы думаете, они действительно в это верят? Или просто это удобная риторика, чтобы оправдать свои действия? Они в это верят, да. Откуда это вера? Я не могу обсуждать то, что происходит внутри Украины. Это не внутри Украины, это почему они в это верят? Вот о чем. Нет,
Это Потому внутри что они России. считают, что это происходит внутри Украины. Они верят в то, что именно это происходит внутри Украины. А я э, работаю с этим, думаю об этом, но публично я не обсуждаю внутренние проблемы Украины, потому что так сложилась ситуация, что СВО начала Россия, поэтому у меня нет права обсуждать того, что происходит внутри Украины. Я думаю, что вопрос был в другом. Дмитрий пытается понять, откуда вера-то в это. Оно же как сказать, почему не риторика? Почему, хорошо, почему вы считаете, что это не риторика, а что они в это верят? Давайте я про вас спрашиваю. Вслед за Димой из Харькова. Еще раз, для этого нужно поделиться с вами хорошо известными везде и во всем мире информацией и сведением о том, что происходит внутри. Мне хорошо известно, что происходит внутри. Там есть достаточно оснований для вот такого подхода. А, Павел, как экономист Явлинский оценивает состояние нынешней российской экономики, я добавлю, в июле 2025 года? Это от себя. Он так не спросит. Спасибо, Павел, что вы свое имя указали. До этого вы присылали без имени, поэтому я не читал ваши вопросы. Ну, несколько серьезных вещей я хотел бы отметить. Во-первых, я хочу сказать, что российская экономика по своей сути полуфеодальная. Надо объяснять. Да. А ее основу составляет там сбор ренты. Вот, а на иную модель никто не хочет перейти. Значит, действительно, санкции, замедление мировой экономики, негативные демографические тренды, вот все вот эти особенности, они влияют. И поэтому я думаю, что вот по итогам этого года рост будет 1,5–2%, а если замедлится, то до 1%. По Это сравнению с не теми, придуманная с 4. история. Этого не знает никто, Ага. Алексей. Никто не знает. Я опираюсь на то, что признает МВФ. Какие Хорошо. Ну, цифры вот что мы, МВФ признает, вот я на эти цифры опираюсь. На сегодняшний день МВФ признает 4% и так далее. Главной проблемой сегодняшнего дня для нашей экономики – это снижение цен на нефть. Вот. Оно может 43–45 долларов за баррель, плюс проблемы поставок – это очень серьезная вещь. Это будет очень напряженный бюджет. Вот, особенно это будет отражаться на потребностях финансирования социальной сферы, жилищного строительства. Вот, в новых регионах, на Донбассе, скажем. Ну и будет влиять и таким образом, что главные средства... Ведь как устроена сейчас российская экономика? 40% ВПК, 60% социальный сектор. Все. Частный сектор вообще здесь участвует только на третьих ролях. Вот. Он имеет некое преимущество из-за того, что западные компании ушли, и он замещает их, пытается замещать. Качество, конечно, другое, но все же пространство для этого существует. Вот. На мой взгляд, рост бюджетных доходов, который сейчас будет, это ниже инфляции все же. Снижение инфляции пока не просматривается. Вот. Это такие довольно существенные вещи по сегодняшней экономике. Но самое важное, что я хотел сказать, если говорить о финансовой части, это укрепление рубля. С начала года рубль вырос на 45%, а мировые цены на нефть, выраженные в долларах, упали на 10%. Ну, вот это Что это всё. за ножницы? Это сокращение поступлений в бюджет. Понятно. Вот это существенное сокращение. Ну вот, чтобы вы представили, цена на нефть там уже иногда соприкасается с 45, там, вот, а у нас же планировано 67. Ну, это существенное дело. Вот, и цена в рублях, как она рассчитывается. Но если вы обратили внимание, и это вторая тема, вот о финансовых вещах я уже вам проговорил. Это
инфляция, она сохраняется. Я не верю в то, что инфляция упала там, до 4%. Реальная инфляция, на мой взгляд, 12-13%. Двузначно. Да, я так думаю. Вот. Есть сложности с наполнением бюджета в связи с ценами. Третья проблема – это существенное укрепление рубля, которое создает очень большие проблемы. Трамп, например, занимается ослаблением доллара бесконечно. Да. Собственно, вот. Ну вот. А вот институциональная проблема серьезнейшая – это то, что власти захватывают активы. Ну, то, что мы говорим, национализация. Да. В России стремительно растет число изъятий активов. Вот, понимаете? Конфискованное имущество на 3,9 триллиона рублей с 22 года. Это 50 миллиардов долларов. Причем за последний год, если уж говорить про экономику, объем утроился объем. Конфискованного. Да, это помогает пополнить бюджет, но подрывает полностью частный сектор. Полностью частный сектор. Вот какие причины конфискации? Ну вот, представьте себе, национализация в России 102 объекта за 3 года. 102 объекта. Среди причин конфискаций старая приватизация, что незаконная приватизация. Все. И Верховный суд продлил, уже сроки истекли, а Верховный суд все продлил. Да? Ну, дальше идет коррупция, в чем можно обвинить любого предпринимателя в любой момент. А дальше экстремизм, что он там шепнул жене на ушко в кровати что-нибудь не то и так далее. Да? Государство очень усилило контроль, перераспределяет собственность, но даже не себе. Она перераспределяет собственность лояльным бизнесменам. То есть это перемещение от одних бизнесменов к другим. Но и те новые, которые они прекрасно понимают, что это завтра коснется и их, и у них могут отобрать. В 2023 году продажи таких активов принесли бюджету 132 миллиарда рублей. Они продают этим, кому они... Ну, из 3 миллионов 132 это вообще ни о чем. Вот. Значит, справедливо считается, эксперты говорят, что вот это, мне кажется, вам будет любопытно, что замена опытных предпринимателей на приближенных к власти снижает эффективность самой работы. Вот. Снижает эффективность экономики. Ну вот, это серьезные проблемы, которые вытекают, вот эта вторая часть особенно, они вытекают, ну, как известно, из того, как мы проводили реформы. Когда мы провели криминальную приватизацию, вот мы теперь расхлебываем итоги этой криминальной приватизации. Ну, кроме того, я лично, это моя точка зрения, я могу сказать, что главной причиной того, что у нас происходит, это то, как были проведены реформы. Ну, представьте себе, за 10 лет вопрос о сталинизме даже не был поставлен, о государственном решении относительно сталинизма. Плюс криминальная приватизация. Ну, все. Криминальная приватизация. Если бы не было криминальной приватизации, то нынешняя российская власть не знала бы, за что национализировать, что ли? Нет. Если бы не было криминальной приватизации, был бы независимый суд, была бы независимая правовая система, был бы парламент, который был бы независимый, была бы пресса независимая, масштабно. Вот что было бы. Но когда провели криминальную приватизацию, после этого уже нельзя было сделать независимый суд, потому что он завтра спросит: ты сколько заплатил за то, что вот это получил? А он нисколько не заплатил. Он перечислил бюджетные деньги, и то только на бумаге. Но это деньги не его, это бюджет хранил в этом банке там свои деньги. И таких примеров было очень много. И это криминальная приватизация. И надежда тогда была у тех, кто это придумывал, искренняя, что вот будет частная собственность, а потом все. А вот оно не сложилось, потому что общество не сложилось. И современное демократическое государство не сложилось в условиях, когда фундамент
Фундамент оказался криминальной приватизацией. Ну, там еще инфляция 2600%. Ну, вот такие болезненные вещи. Почему я сегодня об этом говорю? Потому что наступит момент, когда откроется окно, и надо будет очень внимательно не повторять ошибки. Тимофей Рыбников, 40 лет, из Москвы, менеджер. Живу в Москве. Мне кажется, что все за Путина, за войну. Спорю с родными. Меня родные считают пятой колонной. Может замолчать? Страшно, что нас мало. Ну, за правду всегда борется небольшое число С людей. родными. Тут же с родными. Я так понимаю, что у него боли за родных. А потому что гражданская война, по сути. Так может замолчать, он говорит. Что меня все считают пятой Это колонной. только вы можете... Как его зовут? Тимофей. Тимофей. Ему 40 лет. Я с уважением вам хочу сказать, это ваше решение. Я не могу вам дать совет, только вы сами можете это решить. Никита, он мне напоминает, что я говорил, что Трамп хочет вырваться из конфликта, подписать перемирие, грузить все на плечи европейцев. Отличается ли у Григория Алексеевича его мнение от вашего на позицию Трампа? Нет, не сильно Не отличается. сильно. Я думаю, что Трамп действительно так хочет. У Трампа вообще свое видение будущего. Это другое. Это изоляция Соединенных Штатов, это уход Соединенных Штатов из мировой политики, из мировой геополитики. Это вот хотите, мы поделимся с вами интересно одной мыслью. Спасибо за ответ, Тимофей, сразу хочу сказать. Вот, и ему большое спасибо за вопросы, самые добрые пожелания. Я очень это ценю. Вот беседа Трампа. Ну, если серьезно говорить, это людей, которые его окружают, за другими людьми. Они говорят, вы собираетесь отовсюду уйти. Но вы же, значит, вы потеряете роль полицейского мирового. Вы же уведете войска. Войска у них находятся по всему миру, как вы знаете. Да, ответ – да, мы собираемся увести войска из всего мира и перестать быть мировым полицейским. Да, но вы же понимаете, вот это интересно, вы же понимаете, что начнутся конфликты, начнутся столкновения. Вы же играли определенную роль в том, чтобы сохранять какое-то мирное сосуществование и так далее. Да, мы это понимаем, но эти все конфликты начнутся у вас, а не у нас. Ну хорошо. А вы понимаете, снова говорят им, что если во всем мире начнутся вот такие вот вещи, то раньше или позже это придет к вам. Ответ. Вот этот ответ был мне очень важен. Ответ. Да, мы понимаем, но сначала вы, а потом мы. Почему этот ответ был важен для меня? Если бы вы сказали, нет, к нам это никогда не придет, значит, они просто не понимают, куда это двигается. Угу. Они понимают. Те, кто формирует позицию Трампа, они понимают, куда это двигается. И они понимают это настолько, что они понимают, что если мир придет в кризис, весь мир, то это раньше или позже придет и к ним. Но к ним придет после нас. Помните, как у Шолохова это было? Сначала ты, Да. а потом уж я. Это же оттуда, вот эта вот фраза. И это очень существенно. И, кстати, надо же понимать, они же проиграли все. После 1945 года они проиграли все. Они проиграли Корею, они проиграли Вьетнам, они проиграли Ирак, они проиграли Афганистан, они проиграли Ливию, они проиграли Сирию, они все проиграли. Надо же из этого исходить, что такие войны не выигрываются. А Советский Союз вошел в Афганистан, и что? Ничего. Ничего. Ну вот. 10 лет. 10 лет он там находился. Следовательно, так проблемы не решаются. В принципе, не решаются. А вот как они решаются, об этом даже нет дискуссий. И все склоняются именно в эту сторону. И меня это очень беспокоит. Кстати говоря, я не знаю, спросят там или не спросят, 23 июля
Белый дом опубликовал документ «План действий Америки в области искусственного интеллекта». Очень важный документ. Пропустил. Чрезвычайно. 23 июля, да? Да, 23. Смотреть. Называется документ «Победа в гонке». Winning in the Race. America's Action Plan. Artificial Intelligence. Это исключительно важная бумага. Что они сделали? Они сняли все ограничения, которые Байден прежде накладывал на искусственный интеллект. Да, было много. Да, Они сняли все ограничения с точки зрения поставки энергетики искусственному интеллекту. Мгм. Вот. Они абсолютно создали атмосферу чрезвычайно опасную, которая будет двигаться с очень большой скоростью. И они поставили задачу, что вся мировая новая система искусственного интеллекта и инноваций должна быть на базе американского искусственного интеллекта. Ну, Понимаете? Они поставили прям такие задачи. узнаю сняли- руку сняли- Венса, да, это Да, называется. да. Да. Мы с вами говорили, Да. и это очень важно, что это следующая власть в Соединенных Штатах. Следующая власть, а это чрезвычайно серьезно. Мгм. Значит, они делают все, чтобы превратить американские технологии в мировой стандарт. Но надо еще посмотреть, какой мировой стандарт. Мировой стандарт чего? Потому что говорить о том, к чему призывают лидеры Кремниевой долины, это очень серьезный вызов. Они, с одной стороны, гарантируют, что Соединенные Штаты останутся лидером в области искусственного интеллекта, а с другой стороны, они считают, что свобода несовместима с демократией. Все. Тиль говорит, свобода с демократией несовместима. Значит, они выступают за другую вообще организацию всего общества и закладывают это в искусственный интеллект. Кстати, этот искусственный интеллект, который они написали и в этой программе, Да, когда вы ее Очень прочтете, интересно. Я обязательно да, вы пропустил. увидите там, что они пытаются снять идеологизацию из искусства, а это невозможно сделать. Это не получится. Вы щас Но они говорите, уже что об этом пишут. Ну, вы хотите сказать, что они дебилы, раз они пишут, что невозможно? Нет, они политики выдвигают такие требования к технологам, Мгм. которые технологи не могут, А. да и не хотят выполнять. Поэтому технология, ну пишите, что хотите, а реально это будет по-другому. Вот о чем речь. А насколько Трамп и люди вокруг него понимают в искусственном интеллекте, мне затруднительно сказать. Но учитывая возраст этой публики... Ну, там же, повторяю, там Венс, и вокруг него А все- Венс придерживается других взглядов. А, Он как раз является представителем этой группы из Калифорнии, которая продвигает именно такое направление. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что в новом мире, в том мире, который наступает к нам, идет к нам, тема технологий, искусственного интеллекта, развитого искусственного интеллекта очень серьезная. Она поменяет все, потому что она влияет на то, как ведут себя люди, как ведут себя политики и как ведут себя избиратели. Это охлократия, это власть толпы через интернет-сети, но это маленький кусочек всего прочего. А искусственный интеллект будет просто решать все главные проблемы. Тут был вопрос, можно ли его идеологизировать, искусственный интеллект. В Да. принципе. Да, похоже, что можно. Мне сложно сказать все детали, но поскольку идет дискуссия по этому вопросу, то да, можно идеологизировать. Можно его сделать направленным для решения до тех пор, пока лет через 5 он сам не начнет, Самообучать-то я вот хотел он вас- сам не начнет вырабатывать свою идеологию. И вот там уже вообще даже и вопроса нет, как это будет. Никто этого не знает. Что будет делать Ну, искусственный чего? И интеллект. они не пугаются. Они про это не думают, они не пугаются. Алеша, когда вам 80 лет, то Венсу не 80 можно, сейчас. а Венс этого хочет. А.
Венс – это тот, кто это продвигает. В этом смысл. Я сейчас не про Венс. Венс – это как раз… Он как там появился? Он там и появился для этого. Я вообще это рассматриваю как возможную ситуацию, когда кто-то из них, и в частности, возможно, Венс, станет следующим президентом. Это будет совсем другая вообще история. Любопытно. Последняя, да, у нас осталась 1 минута. Григорий Алексеевич, возвращаясь к политзаключенным, был вопрос, он ушел вперед. Скажите, пожалуйста, возможно ли все-таки, вы на него тогда не ответили, что в условиях сохранения нынешней команды у власти, что будут отменены законы о фейках, о дискредитации, выпущены политзаключенные. Горбачевская такая история 1988 года. Как вам сейчас видится? Я могу только надеяться. Никаких оснований для этого у меня нет. Никаких оснований для этого нет. Но надеяться я надеюсь. Потому что это вопрос жизни всех этих людей. Это очень серьезно. Я хочу на это надеяться. А надежда не ослабляет? Кого? Вас? Меня? Да. Это… Сидим и надеемся. Да, да. Вот это так устроено. Душой я надеюсь, а мозгами я понимаю, что будет по-другому. Оптимистичное окончание, я бы вам сказал. Григорий Явлинский. Я вам говорю правду. Да. Спасибо большое. Григорий Явлинский был у нас в гостях. Напоминаю вам, что дальше эфиры продолжаются, а мы прощаемся с вами. Всем до свидания.